Сейчас многие из нас задаются вопросом, а что делать с деньгами, чтобы они не обесценились? Куда лучше вложить деньги в этом году, чтобы они не сгорели в огне инфляции? Инвестиции – это не просто вложение денег. Это шанс приумножить свои деньги и сделать так, чтобы они работали на вас. Представьте, что каждый рубль, который вы вложите сегодня, может вернуться к вам с прибылью в будущем. Инвестиции – это как вложение в свой собственный успех. И чем раньше мы начнем действовать, тем скорее мы почувствуем эти положительные изменения в своей жизни. Итак, давайте разберемся, куда можно вложить свои деньги, чтобы они работали и приносили доход. Но перед тем, как начать инвестировать, определите финансовую цель, срок вложений и уровень допустимого риска. От этого будет зависеть дальнейшая стратегия. Давайте начнем с краткосрочного горизонта. Если вы точно знаете, что ваши деньги понадобятся через год, рекомендую придерживаться консервативного подхода. Государственные облигации или банковские вклады – надежные инструменты с предсказуемым доходом. Это обеспечит уверенность, что, например, через год вы вернете свой капитал и заработаете проценты. Для среднесрочных целей от года до 5 лет мы можем добавить в портфель более агрессивные активы, такие как акции, валюты или золото. Если ваша цель быстро заработать, можно сделать упор на рискованные активы. Важно следить за экономической обстановкой. На старте экономического роста можно увеличить долю рисковых активов, а в период рецессии сосредоточиться на защитных. Наконец, долгосрочные инвестиции. Если у вас стратегическая цель на десятилетия вперед, такая как накопление на пенсию, портфель может включать преимущественно акции и другие рискованные инструменты. На длинной дистанции экономика с наибольшей вероятностью продолжит развиваться, а рынок перепишет свои максимумы. Обычно уровень инфляции составляет всего несколько процентов в год, но по итогам прошлого года мы видим двухзначные цифры во многих странах. Это означает, что деньги теряют свою покупательную способность, и чтобы капитал сохранил свою стоимость, необходимо обеспечивать доходность от вложений выше инфляции. Рассмотрим топовые способы, куда можно инвестировать, и сравним их потенциал. Итак, депозит в банке. Это один из наиболее популярных и консервативных способов вложения денег. Вы размещаете свои средства на определенный срок и взамен получаете фиксированный процентный доход. Это дает некую стабильность и предсказуемость, что важно для тех, кто ценит низкий риск. К преимуществам можно отнести то, что депозиты в банках обычно обеспечены государственной гарантией, что делает их относительно безопасными. Еще вы получаете фиксированный доход, то есть вы заранее знаете, сколько сможете получить в конце срока вклада. Это помогает планировать бюджет. А вот процентные ставки на депозитах обычно ниже уровня инфляции, что может привести к потере покупательной способности ваших денег. В итоге получается низкая доходность. Также средства на депозите зачастую недоступны до окончания срока, что может быть неудобным в случае неожиданных расходов. Следующий способ – это инвестиции в недвижимость. По сравнению с депозитами, потенциальная доходность здесь выше, но такие инвестиции потребуют от вас определенного уровня подготовки. Во-первых, вы должны иметь достаточные финансовые ресурсы, как для приобретения недвижимости, так и для прочих расходов, таких как оплата юридических услуг, налоги или ремонт. Кроме того, необходимо оценить риски. Например, падение в стоимости, проблемы с арендаторами или сложности с продажей объекта недвижимости. Важно быть готовым к этому и иметь план действий в каждом конкретном случае. Что делать, если есть желание инвестировать в недвижимость, но не так много денег? Реально ли начать с минимальными вложениями на рынке недвижимости? Да, у нас есть несколько стратегий, которые могут помочь вам воплотить в жизнь вашу идею. Если вы хотите узнать о них более подробно, то напишите в комментариях, и мы сделаем отдельный выпуск на эту тему. И не забудьте подписаться, чтобы не пропустить его. А мы идем далее.
Следующий вариант подойдет далеко не каждому, но если вы чувствуете в себе предпринимательские способности, то можете инвестировать в бизнес. Это может быть как открытие своего дела, так и инвестирование в различные сторонние бизнес-проекты. К примеру, открытие бизнеса по франшизе, вложение в быстро развивающиеся стартапы или бизнес-партнерство. Здесь конкретная доходность зависит от множества факторов, включая рыночные условия, конкуренцию, спрос и умение эффективно управлять бизнесом. А как насчет того, чтобы стать совладельцем какой-нибудь крупной и известной компании и получать прибыль от ее роста и развития? Такую возможность каждому человеку предоставляет фондовый рынок. Чтобы подробнее узнать, что это такое, посмотрите наше видео. Здесь достаточно просто с минимальными вложениями приобрести акции компаний, и вы сможете получать прибыль в виде дивидендов или продав акции в будущем по более высокой цене. Однако купить акции самостоятельно вы не сможете. Для этого необходим посредник, брокер, который имеет лицензию на покупку и продажу активов на бирже. За свои услуги он получает комиссию, которая обычно взимается в виде процента от суммы сделки. В описании под этим роликом вы найдете информацию не только о брокерах с наиболее выгодными условиями работы, но и ссылки на наши обучающие видеоматериалы. Кроме акций на фондовом рынке, можно инвестировать в облигации, которые представляют собой долговые ценные бумаги. Облигации – это одна из форм инвестиций на финансовых рынках. Когда инвестор покупает облигацию, он фактически предоставляет заем, взаймы, денежных средств эмитенту облигации. Это может быть государство или компания на определенный период времени. Эмитент обещает вернуть заемные средства в определенный срок и выплатить инвестору проценты за использование этих средств. Кстати, облигации, как и депозиты в банке, приносят стабильные проценты, что делает их похожими инструментами получения дополнительного источника дохода. Облигации и депозиты считаются относительно безопасными вложениями, что означает, что риск потери денег минимален. Несмотря на то, что это довольно простые способы сохранения и увеличения капитала, в каждом из них есть свои нюансы и подводные камни. На нашем канале есть подробное видео про сравнение этих инструментов. Рекомендуем его внимательно посмотреть. Считая доходность инвестиций, нужно обязательно учитывать инфляцию. Только доходность сверх инфляции позволяет по-настоящему увеличивать капитал. Депозиты – это просто и надежно, но их доходность в лучшем случае только покрывает инфляцию. Вложение в иностранные валюты, например, доллар, тоже может защитить от инфляции, но курс доллара может не только расти, но и падать. Кроме того, сам доллар тоже обесценивается со временем, а рост курса может отстать от российской инфляции. Да, облигации могут предложить чуть большую выгоду, чем депозиты. У более рискованных облигаций более высокая доходность, но также выше шанс получить убыток. А если говорить об акциях, то они содержат огромный потенциал роста, но это очень волатильный инструмент. В акции лучше инвестировать через фонды, а не выбирая отдельные бумаги и на много лет. Однако, если вы хотите самостоятельно разобраться в этой теме, то посмотрите обучающее видео на нашем канале. Такой актив, как драгоценные металлы, такие как золото и серебро, часто используются как инструменты для защиты от инфляции. Поэтому при высокой инфляции спрос на эти металлы может увеличиваться, повышая их цену и доходность. Драгоценные металлы хорошо дополняют инвестиционный портфель, но они не платят дивиденды. В качестве альтернативы можно рассмотреть покупку акций золотодобывающих компаний, но у них есть риски, которых нет у золота. Ладно, на этом пока все. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк под видео. В описании вы найдете еще больше интересного и полезного контента.